Всем привет, меня зовут Лена, и в этом видео мы соберем систему планирования в Notion. Сейчас же делаем краткий обзор и смотрим все ее составляющие. И если она вам подойдет, то мы пошагово соберем ее вместе. Или же готовый шаблон вы можете скачать по ссылке в описании. Итак, я буду показывать на своей системе, чтобы была понятна логика создания того или иного представления. Сейчас на экране вы видите рабочую область, ту, с которой начинается день. Я хотела сделать такую систему, которая бы позволила не обращаться снова и снова по любому запросу к каким-то внутренним страницам, чтобы все, что необходимо сейчас, было всегда на виду. Итак, с левой стороны находится трекер привычек, отфильтрованный по дням. Он является ссылкой на тот самый трекер, который мы создавали в прошлых видео, то есть здесь может быть и ваша собственная система отслеживания. Далее мы видим блок для заметок в табличном представлении с фильтрами на сегодня, завтра и когда-нибудь. Он здесь для того, чтобы записать мысль, которая не является задачей. Как только она выполнена, то попадает в архив. Ниже расположена таблица планирования. Отфильтрована по задачам на сегодня, завтра, вчера и текущую неделю. Как только задача выполняется, она тут же исчезает из списка. Однако представление данной таблицы с задачами на сегодня есть еще и с правой стороны. Известны методики планирования, в которых важно вычеркивать задачу, если она выполнена. Однако есть и такие, где важно видеть весь результат своей деятельности. Я решила объединить эти методы. Плюс, таким образом, мы не перегружаем рабочую область. Ниже находятся проекты, над которыми мы сейчас работаем. Как видно, они отфильтрованы на проекты текущие, выполняемые в данный момент, долгосрочные, выполнение которых занимает большое количество времени, и следующие, те, которые мы будем выполнять после текущих. Мы видим ход выполнения проекта, а также то, к какой области жизни и цели он привязан. С левой стороны находится оповещение о тех проектах, у которых начало или окончание в ближайшие 2 дня. С правой стороны оповещение о целях, которые достигнуты, и счетчик по целям и желаниям. Еще ниже находится выпадающий список, который содержит этапы работы над проектами. Как только этап выполнен, он исчезает, а процент выполнения проекта увеличивается. И последнее на этой странице – это быстрые ссылки. Входящие. Эта страница полезна при пользовании телефоном. Она не содержит никакой информации, но в нее удобно быстро добавлять какие-то ссылки, скриншоты или заметки. Далее, неделя. Здесь мы видим основную таблицу для планирования в различных недельных представлениях: календарь, рабочие, личные дела и задачи по приоритету. Месяц. Страница аналогична предыдущей, но с задачами на месяц также в различных представлениях. Все задачи. Снова же основная таблица планирования, но в представлении всех актуальных задач и архива выполненных задач. Страница сферы жизни. Содержит, соответственно, названию сферы жизни и их области. Зайдя внутрь сферы, мы увидим области в галерейном представлении и таблицу со всеми актуальными задачами по ней. Если мы откроем любую область, то мы увидим блок для заметок, таблицу с задачами по конкретной области и проекты, над которыми мы сейчас работаем. Страница «Проекты» включает в себя отфильтрованное по тегам галерейное и табличное отображение всех проектов. Если мы зайдем в любой проект, то мы увидим таблицу для составления этапов работы и таблицу по регулярным действиям. Страница «Цели». Так же, как и проекты, состоит из галерейного и табличного отображения. Зайдя внутрь, мы увидим, какие проекты нам нужно выполнить, чтобы достичь цели. Страница желания содержит в себе галерейное и табличное отображение наших хотелок. Архив заметок. Место для неактуальных или выполненных заметок. И красная зона, здесь хранятся оригиналы наших основных таблиц. Вот такая система планирования у меня получилась. Она может показаться сложной с первого взгляда, но после того, как я пересобирала ее с нуля 5 раз, я могу сказать, что самая большая сложность состоит в том, чтобы поставить правильные цели и грамотно организовать работу над проектами. А это зона нашей ответственности, а не приложение. И тогда, какой бы система ни была, она всегда будет работать на нас. Итак, о структуре видео. Всего будет 3 части. В первом видео мы создадим таблицу для быстрых ссылок, таблицу для планирования всех задач, а также таблицы под сферы жизни, области, проекты, этапы работы, цели и желания. Будем работать с формулами, релейшеном и роллапом.
Во втором видео мы сделаем навигацию по системе планирования, создадим различные представления для планирования по неделям и месяцам, а также будем работать с фильтрами и сортировками. В конце начнем формирование рабочей области, создадим таблицу для заметок и представления для планирования на ближайшие дни. И в третьем видео с помощью шаблонов мы наполним страницы под сферы жизни, проекты, цели и желания. Далее создадим архив заметок и достроим рабочую область. В конце расскажу, как пользоваться шаблоном. Ну а сейчас, если вы готовы, приступаем к созданию системы планирования. Итак, создаем новую страницу. В правом верхнем углу настраиваем шрифт, размер текста и делаем широкоформатный вид. Даем название, например, «Планирование», создаем новую пустую страницу и добавляем иконку. Теперь создадим быстрые ссылки в табличном представлении. То есть это будут не быстрые ссылки в привычном понимании, а таблица с одной колонкой, где каждая запись будет нести в себе информацию в соответствии с названием. Нажимаем на плюс, выбираем Database Inline и даем одинаковое название «Быстрые ссылки», таблице, представлению таблицы и колонке Name. Колонку Text удаляем, добавляем еще 7 строк, чтобы в сумме получилось 10. Теперь в каждой ячейке прописываем содержание системы планирования. Входящие, неделя, месяц, все задачи, сферы жизни, проекты, цели, желания, архив заметок и красная зона. И присваиваем каждому названию свою иконку. Теперь нажимаем на первое название таблицы, Edit View, Layout, List, тем самым превращая таблицу в список. Второе название скрываем. Теперь создадим таблицу, в которой будем планировать все наши задачи. Нажимаем на плюс, Database Inline, даем два одинаковых названия, все задачи. Второе скрываем, колонку Text удаляем, а колонку Name называем задачи. Теперь наша работа заключается в том, чтобы выписать все дела, которые ожидают нас в этом году. Даже если они могут стать неактуальными. Даже если вы не знаете точной даты. Просто выгрузите все это в таблицу, освободив себя от этих мыслей. Далее создаем колонку со свойством Date, называем Data. В Date формат указываем желаемый формат отображения, в Time формат ставим 24 часа. И для каждой задачи устанавливаем дату. Если вы не уверены с датой, то ставьте ориентировочную. Теперь создаем колонку со свойством Select, называем ее Приоритет. Нам нужно каждой задаче придать степень важности. Я остановилась на 4 классификациях, то есть приоритет критичный, высокий, средний и низкий. Прописываем обозначение в колонку, придаем нужный цвет, а затем, немного подумав, назначаем каждой вашей задаче степень важности. Создаем еще одну колонку со свойством «Статус», так и называем «Статус». Ниже даем название. Во вкладке To Do пишем «Не начато», во вкладке In Progress «В работе». Далее нажимаем на плюс, добавляем еще один статус «Ожидание». Это обозначение для задачи, ход выполнения которой идет, но от вас не зависит. И через Enter добавляем еще один статус «Передать» или, другими словами, «Делегировать». Это задачи, которые вы передаете для выполнения кому-то другому. В последней вкладке Complete пишем статус «Готово». Придаем желаемые цвета и устанавливаем текущий статус для каждой задачи. Теперь будем работать с формулами, а именно мы отобразим название месяца, номер недели, день недели и объединим в одной колонке дату и день недели. Последнее нам понадобится для будущей рабочей области. Итак, начнем с месяца. Создаем колонку со свойством формула, называем ее месяц 1. Сейчас нам нужно вывести на экран название месяца, который соответствует дате каждой задачи. Для этого мы воспользуемся функцией FormatDate, которая преобразует дату в текстовое значение. Для этого ей понадобится два аргумента. Дата, в нашем случае переданная через свойство date, и строка, то есть текстовый формат, в котором будет отображаться наша дата. Форматом для отображения полного названия месяца будут служить 4 заглавные латинские буквы M.
Таким образом, формула будет выглядеть следующим образом и читаться как: преобразовать дату в текст и отобразить название месяца, который соответствует дате в свойстве date. Для форматирования даты используется библиотека JavaScript. Я оставлю ссылку в описании, чтобы вы более подробно могли ознакомиться со всеми форматами отображения даты и времени. Прописываем формулу в ячейку, нажимаем «Готово». Если вам подходит отображение на английском языке, то можете оставить как есть. Но если вы хотите, чтобы названия месяцев были на вашем языке, то делаем следующее. Создаем еще одну колонку со свойством формула, называем ее «Месяц». Теперь обратимся за помощью к оператору if, а если точнее, нам понадобится вложенный if, чтобы создать дополнительные условия. Напомню, что каркас формулы с оператором if всегда остается неизменным, где первый аргумент – это условие или вопрос, на который всегда должен быть конкретный ответ «да» или «нет». Второй аргумент отвечает за то, что нужно делать, если ответ на вопрос «да», а третий – что делать, если ответ на вопрос «нет». То есть, если бы у нас было одно условие, мы бы сказали, к примеру, что если колонка месяц 1 содержит в себе слово April, то мы пишем апрель, в ином случае не пишем ничего. Но у нас 12 месяцев, соответственно 12 условий, где третий аргумент остается неизменным, говоря о том, что если условие не выполнено, то ячейка остается пустой. Таким образом, с помощью вложенного if мы получаем следующую конструкцию. Если колонка месяц 1 содержит в себе слово January, то мы пишем январь. В ином случае, если колонка месяц 1 содержит в себе слово February, то мы пишем февраль. И так до декабря. И если ни одно из условий не выполнено, то ячейка остается пустой. Прописываем первое условие в формуле. По желанию во второй аргумент можем добавить любой смайлик. Затем копируем формулу 11 раз и заменяем название месяца на соответствующий. Затем добавляем третий аргумент и закрываем формулу 12 скобками. Готово. Колонку месяц 1 скрываем, а колонку месяц перетягиваем на нужную вам позицию. Теперь создадим формулу, которая будет показывать день недели. Делаем это также в два этапа. Первый этап. Добавляем колонку со свойством формула, называем ее номер дня. Как и ранее, нам нужно вывести на экран день недели, который соответствует дате каждой задачи. И мы снова воспользуемся функцией formatDate. Форматом для отображения номера дня недели от 1 до 7 будет служить латинская заглавная буква «и». Таким образом, формула будет выглядеть следующим образом и читаться как: преобразовать дату в текст и отобразить номер дня недели, который соответствует дате в свойстве date. Мы можем пойти другим путем и сразу вывести день недели на английском языке. Но от этого окончательная формула с переводом будет объемней, поэтому этот вариант мы не рассматриваем. Теперь создаем колонку со свойством формула, называем ее день. И обращаемся к уже известной конструкции с вложенным if, где говорим, что если колонка номер дня равна 1, то пишем понедельник. Если колонка номер дня равна 2, то пишем вторник. И так до воскресенья. В ином случае, если ни одно из условий не выполнено, ячейка остается пустой. Прописываем формулу в ячейку, нажимаем «Готово» и колонку номер дня скрываем. Теперь создадим формулу, которая будет показывать номер недели. Добавляем колонку со свойством формула, называем ее неделя. И с помощью оператора if создаем формулу. Если ячейка в колонке дата пустая, то ничего не пишем. В ином случае преобразовать дату в текст и отобразить номер недели, который соответствует дате в свойстве date. И чтобы было понятно, что это номер недели, мы в третий аргумент добавим плюс и напишем слово «неделя». Готово. Остался последний шаг. Нам нужно создать формулу, которая выведет в одной строке день недели, дату и время, если оно установлено. Эта формула будет необходима для рабочей области. Таким образом, табличное представление не будет перегружено информацией,
а данные в одну строку будут видны в галерейном отображении. Итак, создаем колонку со свойством формула, называем ее день и дата. Давайте зададим какой-нибудь задаче время выполнения. Теперь посмотрим. Теоретически все могло быть хорошо при формуле, где мы просто складываем в строку данные из двух колонок. То есть мы придаем текстовое значение колонке дата с помощью формат date. Второй аргумент отображаем в формате день, месяц, год, часы, минуты. Прибавляем пробел и прибавляем колонку день. И эта формула является рабочей, но мы сразу видим нюанс. Даже если мы не установили время задачи, по умолчанию оно все равно будет отображаться как 00:00 или 12:00, в зависимости от формата исчисления времени. Поэтому нам нужно создать условие, при котором время 00:00 не будет отображаться. И снова нам поможет оператор if. Итак, мы хотим сказать, что если ячейка в колонке дата пустая, то мы ничего не пишем. В ином случае третьим аргументом будет являться следующее. Склеить колонку день, смайлик, колонку дата с отображением только дня, месяца и года. Плюс, если в колонке дата часы и минуты равны 00:00, то мы ничего не пишем. В ином случае мы получаем колонку даты с отображением часов и минут за исключением времени 00:00. То есть в третьем аргументе часть до условия будет выполняться в любом случае. При условии, если в текстовом формате даты, часы и минуты будут равны 00:00, мы ничего не пишем, то есть продолжает выполняться первая часть третьего аргумента. Однако, если мы укажем время, то оно прибавится к этой части. Прописываем полученную формулу в ячейку, проверяем, как она работает, и скрываем. В табличном представлении она нам не понадобится. Теперь давайте установим сортировку по возрастанию даты, иначе не будет последовательного расположения при добавлении новых задач. Нажимаем Sort, выбираем Data и ставим Ascending, что значит по возрастанию. Ну вот и все, с таблицей для планирования задач разобрались, в дальнейшем добавим только Relation и Rollup. Идем дальше. Переходим к этапу, где нужно будет немножко подумать. Но сначала создадим таблицу, где будут указаны наши сферы жизни. Итак, нажимаем на плюс, выбираем Database Inline, даем два одинаковых названия – сферы жизни. Второе скрываем, колонку Text удаляем. Текстовую колонку Name называем сферы. Я не буду углубляться, я думаю, что вы и так понимаете, что сферы жизни – это наш основной фокус, направление, которым мы уделяем внимание в течение жизни. Можно встретить такое понятие, как колесо баланса. Однако, как ни крути это колесо, не существует универсальной модели, подходящей для каждого человека. И в разных источниках выделяется различное количество сфер жизни. Я встречала от 4 до 20. Но идеальным именно для меня стало 6. Поэтому нажмите на паузу, хорошо подумайте, что для вас важно, и определите свои сферы жизни и их количество. Далее выписываем их в колонку и по желанию добавляем смайлик. Создаем еще одну таблицу Database Inline, даем два одинаковых названия – области. Второе скрываем, колонку Text удаляем, текстовую колонку Name называем также области. Итак, области – это то, из чего состоят наши сферы жизни. Например, сфера отношений может делиться на семью и социум. Сфера здоровья – на уход за собой и занятия спортом. Но здесь не стоит ограничиваться, возможно, ваша сфера делится на большее количество областей. Как только вы определились, заносим все области в таблицу. Старайтесь записывать последовательно по сферам и по желанию добавляем смайлик. Далее создаем новую колонку со свойством Relation и связываемся с таблицей сферы жизни. Напомню, что если связь не появилась, то она скрыта, вытягиваем ее через 3 точки. И дальше присваиваем каждой области свою сферу. Теперь создаем колонку со свойством статус, называем управление. Эта колонка не играет важную роль, но я объясню, для чего она. В дальнейшем, когда мы будем делать различные представления таблиц, мы сгруппируем области по этой колонке и тем самым уберем режущую глаз пустую группу, которая не скрывается. В редактировании свойства ниже вкладки Complete и In Progress удаляем, а во вкладке To Do прописываем все сферы жизни.
Придаем желаемый цвет и расставляем сферы жизни согласно областям. И создаем еще одну колонку со свойством Select, называем ее статус. И пишем два тега – активная и архив. Таким образом, если какая-то область жизни станет неактуальна, мы сможем отправить ее в архив. А пока каждой области даем статус активная. Пока эти таблицы оставляем и переходим к следующему этапу. Теперь давайте совсем немного поговорим о целях, проектах и желаниях. Очевидно, что для того, чтобы в какой-то области был результат, нужно добиться поставленной цели. Но для начала нужно определить, действительно ли это цель. Хорошим вопросом для постановки цели будет следующее. Что я планирую сделать, чтобы достичь этой цели? Какие конкретно действия я должна совершить, чтобы был результат? Я думаю, многие слышали про методологию SMART. Это система постановки целей, буквы которой говорят о том, что цель должна быть достижима, ограничена по времени, измерима, значима и конкретна. И если цель не попадает под это описание, то это желание. На самом деле цели и желания очень схожи между собой. Цель – это желание, выполнение которого зависит только от вас. А желание – это цель, достижение которой зависит от многих факторов, в том числе от вас независящих. Известный пример – хочу говорить на английском. Это желание, потому что в этом запросе нет ни конкретики, ни дедлайна. Язык можно учить всю жизнь и так на нем не заговорить. А вот хочу за год заговорить на английском на уровне B2 – это уже цель, над которой можно работать. И когда цель поставлена, под нее строятся проекты, то есть шаги до достижения результата. То есть, если я хочу заговорить на английском на уровне B2, я должна обучаться на курсах, смотреть фильмы, читать книги на английском. И эти проекты уже будут являться промежуточными этапами до достижения цели. Но и это еще не все. Нужно понимать, для чего ты назначаешь этот проект и что с ним делать дальше. Соответственно, нужно построить этапы работы с проектом. Итак, давайте подумаем и запишем на бумаге несколько целей, которых мы хотим достичь в этом году. И подумаем, какие проекты нужно выполнить, чтобы добиться результата. Иногда бывает так, что для достижения цели нужен только один шаг. Иначе говоря, цель равно проект. Например, попробовать занятия по йоге. Для этой цели проектом будет являться занятия по йоге. А вот этапами работы с этим проектом будут являться, например, выбрать школу и сходить на занятия. Если вы еще не определились с проектами или этапами работы, запишите проект 1, проект 2 или этап 1, этап 2 и так далее. Вот еще несколько моих примеров. Теперь давайте вернемся в Notion. Для начала создаем таблицу Database Inline, даем два одинаковых названия цели, колонку текст удаляем, текстовую колонку называем также цели. Создаем еще две колонки. Первая колонка. Добавляем свойство статус, называем статус и присваиваем три статуса. Не начато, в работе и готово. Вторая колонка. Добавляем свойство date, называем период. В date формат указываем желаемый формат отображения, в time формат ставим 24 часа. Перетягиваем колонку статус на первую позицию и дублируем таблицу 3 раза. Вторую называем проекты, третью – этапы работы, а четвертую – желание. Как мы делали прежде, второе название скрываем, а текстовой колонке name даем название таблицы. Сейчас мы будем работать параллельно с двумя таблицами – цели и проекты, а затем будем углубляться в каждую из них. Для начала в таблице цели запишем свои цели. И ничего страшного, если у вас есть цель, но вы еще не знаете, как ее достичь. Например, я хочу сделать ремонт, но я еще не думала о проектах для достижения результата. Просто запишите подобную цель, а проекты подтянутся чуть позже. То же самое проделываем с проектами. Определившись, последовательно записываем их в таблицу «Проекты». Поднимаемся в цели. В колонке «Период» выбираем дату начала цели. Перетягиваем ползунок рядом с end date и выбираем конечную дату. Если вы не уверены в датах, ставьте примерные, потом все это можно будет откорректировать. Проделываем все те же самые действия с таблицей «Проекты». Помним, что даты проектов должны быть в диапазоне целевых дат.
Далее в двух таблицах добавляем колонки со свойством select, называем их tag. В таблице цели даем два обозначения – активная и достигнуто. И пока отмечаем все цели активными. А в таблице проекта записываем следующие категории: текущий, следующий, ожидание, долгосрочный, архив. И присваиваем каждому проекту актуальный тег. Теперь нам нужно связать две таблицы. Для этого в проектах создаем новую колонку со свойством relation, связываемся с таблицей цели. И присваиваем каждому проекту свою цель. Создаем еще один relation в таблице проекты и связываемся с таблицей области. И вносим данные, к какой области относится каждый проект. То же самое проделываем с таблицей цели. Создаем relation, связываемся с таблицей области и помечаем, к какой области относится каждая цель. То есть область должна совпадать и у цели, и у проекта. Если мы поднимемся в таблицу области, то увидим зеркально отображенные данные. Следующим шагом в двух таблицах мы могли бы создать Rollup-колонку, которая автоматически вытянула бы сферы жизни. Но мы от этого отказываемся, потому что в дальнейшем мы будем делать различные группировки таблиц, а по Rollup, к сожалению, группировка невозможна. Поэтому снова создаем колонку со свойством relation, связываемся с таблицей сферы жизни и вытягиваем оттуда информацию, к какой сфере жизни относится проект. То же самое проделываем с таблицей цели. Вы можете задаться вопросом, зачем так много таблиц, когда есть новая функция создания подзадач? Дело в том, что я создавала первоначальный шаблон с подзадачами, но отказалась от него. По той причине, что задачи и подзадачи хранятся в одном месте. То есть сферы жизни, области, проекты находятся в одной колонке. И при работе с планировщиком, когда нужно задать, например, область через relation, мне выпадает список всего, что есть в колонке, то есть и сферы жизни, и проекты, и области. И это очень сильно сбивает с толку. Поэтому работаем с таблицами для каждой категории. Все, базовые колонки мы создали, сейчас углубляемся в таблицу цели. Давайте на время скроем 3 relation колонки, проекты, области и сферы жизни и колонку tag, так как таблица будет объемная. Итак, сейчас нам нужно создать ориентир, чтобы понимать, что мы движемся к цели. И в этом нам поможет свойство Rollup. Создаем колонку со свойством Rollup, называем ее выполнение. Ниже нажимаем Relation проекты, Property Status, Calculate Percent per Group, Complete. Добавляем индикатор выполнения в виде полосы. Таким образом мы будем видеть процент выполненных проектов. И теперь переходим к созданию формул. Сначала посчитаем, сколько дней у нас занимает работа над целью. Создаем новую колонку со свойством формула, называем ее всего дней. Нам понадобится оператор if и функция dateBetween, которая отражает промежуток времени между двумя датами. Функция включает в себя три аргумента – дата 1, дата 2 и желаемая единица измерения. Общие установленные единицы измерения следующие – годы, кварталы, месяцы, недели и так далее. Так как нам нужно посчитать количество дней, то нам понадобится такая единица измерения, как days. Если бы у нас дата начала и дата окончания цели находились в разных колонках, то этот каркас формулы был бы верен. Однако мы работаем с диапазоном дат, то есть начало и конец находятся в одной колонке. Чтобы показать Notion, что и чем является, мы дополнительно воспользуемся функциями start и end, у которых только один аргумент – дата. То есть дата начала проекта заключается в start, а дата окончания проекта заключается в end. Важным моментом является то, что dateBetween возвращает положительное число только тогда, когда первая дата позже второй. Поэтому формула будет выглядеть следующим образом. Прописываем формулу в ячейку и видим, что у нас потерялся один день. Дело в том, что Notion считает, что начальная или конечная дата равны нулю. Поэтому открываем формулу и прибавляем 1. Теперь она корректна, однако при добавлении новой цели всегда будет отображаться единичка.
Поэтому мы создадим условия с помощью оператора if, где хотим сказать. Если цели не задана дата, то есть ячейка пустая, то мы ничего не пишем. В ином случае будет считаться количество дней между конечной и начальной датами. Прописав формулу, мы видим ошибку, которая говорит о том, что второй аргумент не является числом. И все верно, так как это текст. Поэтому мы воспользуемся функцией формат, которая форматирует аргумент в строку. Обворачиваем ею третий аргумент. И теперь формула работает верно. Прописываем окончательный вариант, нажимаем «Готово». Теперь создадим еще одну формулу, которая будет показывать дату дедлайна по цели. Эта формула нужна будет для различных представлений данной таблицы. Как она работает? Пока цель активна, мы видим дату крайнего срока. Как только цель достигнута, дата дедлайна исчезает. Итак, создаем новую колонку со свойством формула, называем deadline. Будем работать уже с известными оператором if и функцией formatDate. Что мы хотим сказать? Если цель находится в статусе «Готово» или цели не задана дата, то есть ячейка пустая, то мы ничего не пишем. В ином случае мы пишем слово deadline плюс преобразовать дату в текст и отобразить конечную дату цели в формате день, месяц, год. Прописываем формулу в ячейку и проверяем, как она работает. Теперь создадим еще одну формулу, которая будет оповещать нас о движении по той или иной цели в зависимости от статуса и от даты. Итак, создаем новую колонку со свойством формула, называем ее срок. И снова нам понадобится уже знакомый вложенный оператор if, функции formatDate, dateBetween, start и end. Чтобы формула заработала, нам нужно сказать: если цели не задана дата, то есть ячейка пустая, то мы ничего не пишем. Если статус цели готова, то мы пишем «Цель достигнута». Если сегодняшняя дата в формате месяц, день, год равна начальной дате цели в таком же формате и статус цели не начата, то мы пишем «Старт сегодня». Если сегодняшняя дата в формате месяц, день, год равна конечной дате цели в таком же формате, то мы пишем deadline сегодня. Если сегодняшняя дата меньше начальной даты цели и статус цели не начата, то мы пишем дней до старта плюс посчитать количество дней между начальной и сегодняшней датой. Если сегодняшняя дата больше конечной даты цели, то пишем «Цель не достигнута». В ином случае, если ни одно из условий не срабатывает, то мы пишем дней до дедлайна плюс посчитать количество дней между конечной и сегодняшней датой. Внимательно со всеми скобками прописываем формулу в ячейку и проверяем, как она работает. И создаем последнюю колонку со свойством формула, называем ее окончание. Эта колонка похожа на колонку deadline, но будет нести в себе только конечную дату. Для чего мы ее создаем? Дело в том, что когда в дальнейшем мы будем делать различные сортировки, нам понадобится сортировка по дате. Если мы будем сортировать по периоду, то главную роль на себя возьмет начальная дата, а нам нужно видеть последовательно окончание тех или иных действий. Чтобы вынести конечную дату из диапазона, мы воспользуемся функцией end, которой обернем свойство date. Прописываем формулу в ячейку, нажимаем «Готово». В дальнейшем по умолчанию эта колонка будет скрыта. Возвращаем обратно скрытые колонки через три точки Properties. И переходим к таблице проекты. Здесь все будет гораздо проще, так как нам нужно будет всего лишь скопировать формулы из предыдущей таблицы. Создаем 4 новые колонки со свойством формула. Первую называем «Всего дней», вторую «Deadline», третью «Срок», четвертую «Окончание». И копируем формулы из таблицы цели. Все формулы будут работать корректно, так как в двух таблицах у нас одинаковые названия колонок. Единственный момент: в формуле в колонке «Срок» поменяйте «Цель достигнута» на «Проект выполнен», а «Цель не достигнута» на «Проект просрочен». И теперь нам нужно создать ориентир по выполнению проекта с помощью rollup-колонки, как мы делали это в таблице цели. Однако, как мы помним, данные в таблицу цели подтягивались из текущей таблицы проекты.
Как же нам понять, что мы движемся в верном направлении и работа над проектом идет? Для этого нам нужно вернуться в начало и вспомнить, что цель состоит из проектов, а проекты состоят из этапов работы. То есть мы переходим в третью таблицу «Этапы работы». Давайте мы запишем этапы только для одного проекта. Если вы еще не определились, то напишите этап 1, этап 2, этап 3. Далее устанавливаем даты в колонке «Период». То есть, если проект у вас длится месяц, то этапы должны быть в диапазоне этого месяца. После этого при помощи свойства Relation связываемся с таблицей «Проекты» и назначаем проект, к которому относятся данные этапы. Теперь создаем 4 колонки со свойством формула. Первую называем «Всего дней», вторую «Deadline», третью «Срок», четвертую «Окончание». Копируем формулы из таблицы «Проекты» и в колонке «Срок» меняем «Проект выполнен» на «Этап пройден», а «Проект просрочен» на «Этап просрочен». Возвращаемся в таблицу «Проекты», создаем Rollup-колонку, называем «Выполнение». Ниже выбираем Relation «Этапы работы», Property Status, Calculate Percent per Group, Complete. Добавляем индикатор выполнения в виде полосы. Таким образом, мы будем видеть процесс выполнения проекта. И добавим еще в таблицу «Этапы работы» фильтр. Нажимаем на фильтр, выбираем «Проекты» и наш текущий проект. То есть, чтобы добавить новые этапы работы для другого проекта, нам нужно будет просто отфильтровать по нему. И завершающим этапом будет заполнение таблицы желания. Сначала выбираем колонку «Статус», нажимаем «Edit Property» и во вкладке «To Do» добавляем статус «Архив» на случай, если какие-то желания станут неактуальны. Далее прописываем все свои хотелки, устанавливаем им актуальный статус и желаемый период выполнения. Теперь свяжем желания с областями и сферами жизни. Создаем колонку со свойством Relation, добавляем связь с таблицей области и устанавливаем, к какой области относится наше желание. И создаем еще одну колонку со свойством Relation, связываемся с таблицей сферы жизни. Придаем каждому желанию свою сферу. И последним шагом создаем 4 колонки со свойством формула. Первую называем «Всего дней», вторую «Deadline», третью «Срок», четвертую «Окончание». Копируем формулы из таблицы «Этапы работы» и в колонке «Срок» меняем «Этап пройден» на «Желание исполнено», а «Этап просрочен» на какую-нибудь позитивную конструкцию, например, как «В следующий раз все получится». Сейчас возвращаемся в таблицу «Все задачи», где будут находиться все наши важные и не очень дела. Мы свяжем эту таблицу с областями и проектами. Создаем новое свойство Relation, связываемся с таблицей области и придаем каждой задаче свою область. Если ваша задача не относится ни к какой области, то не заполняйте ее. Добавляем еще одно свойство Relation, связываемся с таблицей «Проекты», и если какая-то задача попадает под выполнение, то связываем ее с проектом. И последнее, что мы делаем, это создаем Rollup-колонку. Называем ее «Сферы». Ниже Relation области, Property сферы жизни. Таким образом, при добавлении задачи и области к ней сфера жизни будет подтягиваться автоматически. Ну что, давайте пройдемся по всем таблицам еще раз. И по ходу меняйте в таблицах расположение столбцов так, как вам удобно. Итак, таблица «Все задачи». Мы поставили сортировку по датам, чтобы все даты шли последовательно. Колонку сферы жизни скрываем. Таблица сферы жизни не нуждается в дополнительных фильтрах и сортировках. Таблица области. Ничего не меняем, только скрываем колонку «Все задачи». Таблица цели. Скрываем колонку «Окончание» и расставляем остальные колонки, как вам удобно. Таблица проекты. Скрываем колонки «Окончание», «Все задачи» и «Этапы работы». Таблица «Этапы работы» отфильтрована по проекту. Скрываем колонку «Окончание» и расставляем остальные колонки, как вам удобно.
Таблица желания, скрываем колонку окончания. Итого у нас получилось 7 таблиц. Как вы понимаете, в таком объемном табличном представлении мы не будем ими пользоваться. Мы будем создавать различные представления, группировки, фильтры для того, чтобы система планирования была максимально удобной. То есть система будет состоять из ссылок на эти таблицы, которые являются оригиналами и которые ни в коем случае нельзя удалять. Поэтому эти таблицы отправляются в красную зону. Итак, идем по порядку. Нажимаем на название таблицы «Все задачи», выбираем Copy Link to View, затем нажимаем на плюсик, чтобы появилась свободная строка снизу таблицы. Затем на 6 точек рядом с названием выбираем Move to и переносим в красную зону. Далее вставляем копированную ссылку Ctrl-V и выбираем Create Linked View of Database. Таким образом, если мы откроем название таблицы, мы увидим стрелочку, которая говорит о том, что мы работаем со ссылкой на оригинал таблицы. И если мы ее случайно удалим, то абсолютно ничего с данными не произойдет. Они также будут храниться в оригинальной базе. То же самое делаем со всеми остальными таблицами. Еще раз. Таблица сферы жизни. Нажимаем на название, выбираем Copy Link to View, добавляем плюсиком свободную строку снизу, нажимаем на 6 точек рядом с названием, выбираем Move to и переносим в красную зону. Далее вставляем копированную ссылку Ctrl-V и выбираем Create Linked View of Database. Таким же образом проходимся по оставшимся 5 таблицам. Затем заходим в красную зону, задаем стандартные настройки страницы, создаем 7 выпадающих списков с названиями таблиц и переносим туда базы данных. На этом первое видео подходит к концу. В следующем видео мы сделаем навигацию по системе планирования, создадим различные представления для планирования по неделям и месяцам, а также будем работать с фильтрами и сортировками. В конце начнем формирование рабочей области, создадим таблицу для заметок и представления для планирования на ближайшие дни. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Ну, если видео оказалось полезным, то всегда рада вашим отзывам, лайкам и подписке. Спасибо за просмотр, всем пока!